Всем привет, с вами Виктория Ню, и это видеообзор на кейс для хранения косметики от компании Beauty Big Bang. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Всем приятного просмотра. На самом деле в кейсе можно хранить не только косметику, предметы для рукоделия и даже ногтевые штучки. В общем, была бы коробочка, и каждый для себя сам решит, что в ней хранить. Со своего официального сайта компания Beauty Big Bang осуществляет бесплатную доставку по всему миру. Также на официальном сайте вы можете воспользоваться дополнительной скидкой в размере 10%, указав в специальном окошке код NEW10. Ну а теперь давайте посмотрим на кейс. Сам кейс выполнен из плотной ткани. Ткань очень легко поддается очищению. Все швы аккуратно и тщательно прошиты. Кейс закрывается на замок-молнию. Также у кейса есть тканевая ручка, которая очень хорошо и надежно пришита к самому кейсу. В общем, никаких претензий по качеству к данному кейсу у меня нет. Все аккуратно, все хорошо сделано. Открываю кейс, и мы с вами видим несколько отделений, которые в свою очередь можно регулировать. На мой взгляд, это очень правильное решение сделать перегородки съемными. Таким образом, каждый сам для себя сможет более или менее отрегулировать размер той или иной ячейки. Все перегородки жесткие, не гнутся, но они как бы прорезинены. За счет этих прорезиненных вставок все, что вы бы не поместили в кейс, не поцарапается. В кейсе всего 6 перегородок. Самая длинная в количестве 1 штука длиной 23 см. Две средние перегородки длиной примерно 12,5 см и также 3 маленькие перегородки длиной примерно 6,5 см. Все перегородки высотой примерно 7 см. Все перегородки вставляются в жесткий каркас. С внутренней стороны каркас также имеет прорезиненные вставки. Сам каркас толстый, жесткий, внушает доверие. Углы у каркаса закругленные. Сам каркас вместе с перегородками можно вынуть из сумки, после чего мы получим с вами просто мягкую сумку. Сама сумка без каркаса в принципе тоже имеет место быть. Пусть и не очень хорошо, но она все же держит форму, поэтому можно поместить в нее что-то и взять с собой, например, в дорогу. Очень удобно то, что у сумки есть ручка. Ну а вот каркас без сумки – это в принципе ячейки без дна. Хранить тут особо ничего не получится. Как я уже сказала, каркас очень хорошо выполнен. Поначалу я даже подумала, что это дерево, но затем, прочитав описание, поняла, что это пластик. Но здесь пластик действительно очень хорошего качества, он толстый и довольно прочный. Ну и в принципе сама эта идея с модульными отделениями в жестком каркасе очень практичная и удобная. Чуть позднее я покажу, как заполняла данный кейс разными предметами и сколько всего можно в него вместить. Но для начала давайте рассмотрим другую часть кейса, тоже не менее функциональную и довольно вместительную. Так как кейс закрывается, производители постарались, скажем так, и на крышке сделать несколько удобных кармашков. Так как кейс изначально предназначен для хранения косметики, какой любитель макияжа обойдется без кисточек для макияжа. И тут у нас 4 кармашка с резиночками для хранения кисточек. После создания макияжа на кисточках, как правило, остаются кремовые текстуры либо сухие пигменты. Так вот, чтобы это отделение для кисточек особо не пачкалось, в этой части кейса производитель использует клеенчатую ткань. Соответственно, при помощи влажной салфетки можно будет легко удалить остатки косметических средств с клеенчатой основы. И это, на мой взгляд, очень правильное решение. Отделения для кисточек закрываются на текстильную застежку-липучку. Также на крышке кейса есть еще одно очень вместительное отделение, которое закрывается на замок-молнию. Это такой довольно глубокий кармашек, в котором можно хранить большие палетки, или, скажем так, большие пластины для стемпинга. И да, как бы это странно ни звучало, но в данном кейсе можно хранить пластины для стемпинга. В верхнем правом отсеке я разместила 70 пластин с подложкой размером 6 на 12 см. На самом деле в этот отсек можно было бы еще разместить плюс 5 пластин, но тогда пластины уже будет не так удобно рассматривать. В нижнем правом отсеке я разместила 30 пластин, также с подложкой размером 6 на 12 см. И тут я также не стала забивать отсек под завязку.
В верхнем левом отсеке 25 пластин, и, как вы сами можете видеть, туда спокойно еще поместится пластин 5. Причем, заметьте, все эти пластины с подложками. Если в кейсе размещать пластины без подложки, то поместится их, наверное, в 2, а то и в 3 раза больше. В нижнем отделении слева я разместила маленькие квадратные и круглые пластины без подложки. И тут ни много ни мало 70 штук. Ну а большие пластины можно хранить в холдере, прям поверх всех остальных пластин, при этом кейс без проблем закроется, либо хранить большие пластины уже в кармашке, который находится на крышке самого кейса. Получается такой довольно внушительный чемоданчик с пластинами. Единственное, конечно, не нужно забывать, что пластины металлические и они очень тяжелые. Конечно, брать с собой в дорогу куда-то такое количество пластин для стемпинга не совсем целесообразно. Да и ручка, как бы она хорошо не была бы пришита, такую тяжесть, скажем так, не выдержит. Но вот дома хранить такое количество пластин в кейсе, почему бы и нет. Следующие 2 наполнения будут уже не настолько тяжелыми. Первый вариант – это, скажем так, дорожный набор для маникюра. И тут, как вы сами можете видеть, с учетом всех предметов, которые я разместила в кейсе, кейс при этом без проблем застегивается. Ну и последнее заполнение будет декоративной косметикой. А пока вы наблюдаете за процессом, хотела бы вам еще немного рассказать о кейсе. Сказать, что данный кейс идеально подходит для мастеров ногтевого сервиса либо визажистов, я не могу. Несмотря на свою вместительность, кейс все-таки компактный, он небольших размеров. В кейсе можно собрать минимальное, оптимальное количество средств для выезда к одному клиенту. И то, если вы точно знаете, какой, например, маникюр, дизайн хочет клиент, либо какой точно макияж он хочет. Но все мы с вами знаем, что желание клиента может в любой момент измениться. И вот все такие незапланированные желания в итоге могут привести к нехватке того либо иного материала. Именно поэтому мастера вынуждены возить с собой большие профчемоданы. Но если вы собираетесь в отпуск и вам нужен какой-то минимальный набор для маникюра либо для макияжа, в принципе данный кейс вполне для этого подойдет. Сейчас вы видите, как кармашки для кисточек я заполняю совсем не кисточками. Просто дело в том, что кисточки мне больше всего нравится хранить в тубе. Конечно, если у вас нет тубы, в кармашках можно разместить и кисточки. При любом заполнении кейс без проблем застегнется. При полном заполнении средствами для маникюра либо макияжа кейс не становится тяжелым. Тут ручка без проблем справится с такой нагрузкой. При полном заполнении кейса металлическими пластинами для стемпинга, как я уже сказала, за ручку кейс лучше не поднимать. Лучше придерживать его 2 руками, при этом придерживая дно. Если честно, я не один день думала, что же будет удобно именно мне хранить в этом кейсе, но не использовать же его только в дальних поездках. В итоге на момент озвучивания видео в этом кейсе у меня разместились втирки, посыпушки, коробочки и баночки с фольгой.
Ну что ж, вот такой видеообзор у меня в итоге получился. Если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях, я с удовольствием с вами пообщаюсь. Ну а если я была для вас хоть чем-то полезна, пожалуйста, поддержите меня пальчиком вверх. Ну а я желаю вам всего самого наилучшего. До скорых встреч!